Как людям выживать? Что, опять огороды? Сельские малые города, да, так и будет. А у меня нет картохи. Значит, городские подработки всех возможных видов и ограничение потребления того, что вы не сильно уже можете себе позволить. Картина вообще ковровой бомбардировки. Я просто сейчас накалываю на карту все города, которые попали под риски. И это уже большинство городов металлургии, особенно в европейской части. То есть Череповец Северсталь вывозить не может, экспортировать. Ограничения по листовому прокату для Новолипецкого комбината – это общие санкции против металлургии. Им это важнее всего, потому что у них больше экспорт на Европу. Это запреты Евросоюза. Вот. Меньше рисков, но все равно есть и понятные у Евраза. То есть вся российская металлургия как бы встает дыбом. Очень много проблем. И вы понимаете, что медкомбинаты – это большие коллективы. Там работают десятки тысяч человек. Поэтому как выкручиваться будет бизнес, непонятно. Дальше. Родная власть выстрелила в ногу и запретила экспорт березовых балансов, щепы, это для бумаги, и кряжа для фанеры. И это значит, Карелия частично встает. Что будет делать Сигежа Групп? Ну, целлюлозка останется, а с остальным большие вопросы. Потому что основная часть этого экспорта шла на Финляндию. Поэтому как бы у Сигежа это существенный кусок. Не только Карелия получается, и в Архангельской будут вопросы. То есть это северо-запад. Дальше. То же самое с этим запретом. Это Приморский край, Терней, Тернейский район. Это поселок. Но там люди работают в основном на леспроме. Им закрыли экспорт этой самой вот этого номенклатуры на Корею и Японию, которые недружественные страны. Ну, стреляем себе в ногу прицельно. Дальше, юг. Мне всегда казалось, что ну как бы с аграркой это будет ничего. Полный запрет экспорта зерна. И это значит, как будут сажать в эту весну фермера, слава богу, пока крупный западный бизнес сказал, что в этом году семенной материал поставит, а в 23-м уже будет смотреть. То есть как бы не подрывают совсем. Слушайте, у нас половина семенного материала по подсолнечнику, сахарной свекле, другим культурам – это импорт. В этом году дадут. Но если вы не можете вывозить многое, семечку подсолнечную, зерно, фермер будет чесать репу и думать, а сколько ему сажать-то? Потому что то, что мы видим сейчас, худшие цены, это борьба с ростом цен, которая, в общем, ужесточается очень сильно. И для тех, кто производит, сейчас вопрос, а я свои издержки отобью? Я буду столько же производить, как в прошлом году, потому что есть проблемы с продажами. Поэтому юг аграрный – это не города, но как бы это очень значительно. Черноземка – это все наши основные регионы. Алтайский край, хотя он вывозит меньше, Поволжье – будут очень большие вопросы. Дальше. Уже мы про автопром поговорили. Там все предельно понятно, даже если не уйдут корейцы и японцы. Они вроде пока не уходят. Запчастей, комплектующих нету. Все встает. АвтоВАЗ встает. Насколько я знаю, только зайка наша Лада Гранта, которая вот совсем уже, ну, бывшая копейка, да, вот что-то похожее. Она из наших собирается, вроде ее еще собирают. КАМАЗ встал, потому что кабина от Даймлера. Это набережные Челны, Татарстан. Я вот могу вам так просто идти по географии страны и город за городом показывать, пожалуйста, отрасли, которые у нас очень неплохо развивались. Это транспортное машиностроение. Синара, Верхняя Пышма под Екатеринбургом, встает, потому что это с Сименсом. Трансмашхолдинг, Тверь, куда я завтра поеду, это с Алстомом французским встает, комплектующих нет. А это лучший завод был в Твери, туда люди пытались попасть, там хорошие зарплаты, хороший соцпакет. Уралвагонзавод закрыли, но он в основном на внутренний рынок работал, а танки грязи не боятся, но пусть продолжают эти танки выпускать. А с грузовыми вагонами какой будет спрос у экспортеров? Грузовые полувагоны покупали экспортеры. Если вам перекрыли кислород, вам зачем новые полувагоны? Понимаете, вот ситуация развивается день ото дня все круче и круче. Пока не тронули цветную металлургию, Дерипаска, правда, под санкциями, не знаю, как он продает, видимо, через Гонконг или как-то хитрее. Не тронули Норильск, с чем я их пока поздравляю, потому что это никель, медь и палладий. Уран вроде вывели из-под санкций, но в основном мы уран-то добываем у казахов. Обогащаем тут как-то, но добываем мы его у казахов. Там Росатома есть свои рудники урановые. Не тронули вроде бы, нет.
Airbus не тронул Титан, но Боинг Титан закрыл. То есть на Европу они как бы слабину дали, а Америка напрочь закрыла. Так основные поставки, Верхняя Салда, север Свердловской области, это Боинг. Боинг. Все, до свидания. Город просто при заводе. Поэтому вот сейчас сыплется, и похоже, что будет добавляться, потому что обсуждаются вопросы, причем у нас в стране, а не накажем ли гадкий Запад сокращением поставок минеральных удобрений. Я могу перечислить города, которые живут на этих заводах, на производстве минеральных удобрений. Это крупнейшее предприятие Новгорода, это Березники, Соликамск в Пермском крае, это в Тульской области большое предприятие. Ну вы назло маме отморозите уши, а люди-то как будут работать? 80% российского производства удобрений идет на экспорт. 80. Ну, перекройте кислород, значит, станут предприятия. Очень многое делается для того, чтобы снизить цены внутри России. Дико боятся роста цен. Поэтому уже фактически госрегулирование цен металлургии и принцип такой, пока не насытите полностью внутренний рынок по низкой цене, а экспорт потом, что останется, пожалуйста, сами. Он, правда, перекрыт уже в большой мере, но металлурги частные, они люди опытные, они, конечно, будут искать альтернативные рынки, но пауза в этом процессе неизбежна, а Домну нельзя задуть. Понимаете, это непрерывное производство. Если вы Домну задули, то вы потом несколько месяцев будете возвращать ее в работу. Поэтому вот считаю ущербы, поражаюсь тому, в какой мере люди это не понимают, потому что это вся страна, это множество городов. Еще я не готова вам назвать кучу городов, их сосчитать невозможно, где сидят комплектующие ко многим этим предприятиям. Ну, вы сделаете комплектующие, пожалуйста, а сборки-то не будет, потому что не хватает каких-то деталей, которые в нашем машиностроении покупаются. Встают все проекты Новатэка, железно. Вахтовики АУ, которые туда ездили сотнями и тысячами работать со всей России. Потому что зарубежное оборудование Новатэку поставляться на газосжижающие заводы не будет. Дальше. Все, что связано с нефтегазовым оборудованием. Ждем запрет прямой из Штатов на энергетическое оборудование. А у нас мы много покупали в ТЭКе оборудование. Поэтому какие-то запасы есть. Ну, опытные люди мне сказали следующее. По ширпотребу, это в пределах месяца, когда встали поставки. По комплектующим для бизнес-то-бизнес это в пределах 2. То есть второй квартал будет кварталом X. Будем посмотреть. Поэтому сейчас, оглядев поле боя, я просто понимаю и уже не буду успокаивать людей. Вот уже не буду успокаивать людей. Я понимаю масштаб происходящего. Ценовым сдерживанием, давлением на бизнес, сволочи, сахар выше такого-то количества рублей не повышать, вы что-то тормознете, да? Но любой производитель не работает себе в убыток. Военный коммунизм, что ли, будем вводить? Мы приблизились. После нашего с вами предыдущего разговора мы маленько приблизились. Вы видели совещание Мантурова? Да. Это прямое госрегулирование цен начинается. Да. Не переход ли это уже к плановой экономике? Да нет, плана нет. Вы же производите, сколько производите. Вам просто назначают надбавку, маржу. Сколько вы можете себе в прибыль записать. Но это разве рынок? Это не рынок. Это госрегулирование в достаточно жесткой форме. Знаете, что меня потрясло? Даже не сам формат госрегулирования. Проходили уже сахар, подсолнечное масло, уже на кошечках тренировались. Сейчас уже по-взрослому, на металлургах. Меня поразила стилистика. Тон человека, который говорил это, угрюмое молчание. Там были не акционеры, не собственники, а менеджмент. Да? И такие вопросы, а можно ли чуток? То есть бизнес лег. Он принял это как есть. Понятно, что российский бизнес, знаете, не борец за свободы. Но степень того, как легли, и степень куража, который испытывал этот человек, диктуя всем этим сволочам бизнесовым, да, как они будут себя вести, вот стилистика меня потрясла. А как вы это объясняете? И поменяется ли это когда-то? Так они сейчас чувствуют себя вправе так себя вести. А когда бизнес что-то начнет отвечать? Ничего, он будет прилаживаться. Российский бизнес будет прилаживаться. Только он тихой сапой уберет ту номенклатуру, тот ассортимент,
металлических изделий, которые ему будет по цене невыгодно делать. Попробует найти боковые лазейки на экспорт. Он все равно будет выживать. Это функция... Знаете, ведь у бизнеса нет функции политики и протеста. У бизнеса есть функция зарабатывания денег. Обстоятельства ухудшились резко. Они будут пытаться выживать в этих обстоятельствах. Им не дадут увольнять много людей. И мы это прекрасно понимаем. Частника будут уже потом и в этой части, простите за повторение, гнобить. Вот сейчас ты, сволочь, цены не повышаешь. То шло прокуратура, там шло через 2 предложения на 3. Да? Основной инструмент рыночной экономики – прокуратура. Вот. А потом мы тебе дадим госзадание, насколько ты можешь сократить численность. И как хочешь. Вот как хочешь. Посадят на тариф, понятно. Ну как вот с этими кредитами бизнесу на поддержание численности занятых в ковидную эпоху? 500 миллиардов дали, 460 простили, потому что если ты не сокращаешь, оставляешь как минимум 90%, тебе этот зарплатный кредит прощают. Так в бизнесе же дураков нет, сделали все как надо. Уж как они это делали, я знаю примерно, но публично рассказывать не буду. И тут что-то сделал. Ну, что-то сделают, но все равно в убыток-то работать себе никто не будет, как вы правильно сказали. Значит так, смотрите, идет аутсорс из большого предприятия, выделяются структуры, куда скидывается избыточная занятость. С АвтоВАЗом ровно так же было. Ровно так же. А дальше я не я и чашка не моя. Да, вот это автономное абсолютно... Выкрутится, не сомневаюсь. Что это все значит для людей, для населения? Безработица. Занятость и зарплаты. Я не могу пока оценить масштабы безработицы по той простой причине, что я пыталась это объяснять, что если будут что-то приплачивать из бюджета, да, формально вы не безработный. Если вас отправят на общественные работы, формально вы не безработный. Но пример. Вот у нас по 2009 году, когда был чисто экономический кризис, по башке кирпичом политикой не били, уровень безработицы достигал на пике 9,5%, в отдельный месяц 10%. Грубо 9,5%. Сейчас 5%. Догонит ли до этой величины? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Но это означает, что из всех занятых каждый 10-й не работает. Это хорошая новость. Как-то так. Как будут помогать? Наверняка увеличат вход людей в пособие по безработице. Вопрос, а сколько вы на них будете сидеть? Понимаете, тогда в ковид их увеличили, понимая, что вот сейчас острый момент ковида переживем, когда были локдауны, а потом локдаунов нету, и что вас, ребята, кормить? Работаете. А сейчас нет комплектующих. Вы не можете работать не потому что ковид, а потому что физически вы не можете собрать ту штуку, которую вы до того собирали. И для меня это большой вопрос, потому что абсолютно понятно, что в 22-м санкции не снимут. Они так быстро не снимаются. Не знаю. Значит, меньше заработки, меньше работы. Я еще не трогала тему, которая гигантская. Я сейчас писала записку докладную, просто обсчитывала, сколько людей в России занято. Во-первых, сначала про машиностроение. То, которое я вам описывала с кучей комплектующих. Примерно в 15 регионах доля занятых в промышленности в обрабатывающей, только в обрабатывающей. С сырьевиками пока даже не трогаем. Превышает 20%, от 20 до 27%. Владимирская, Ярославская, Тульскую не трогают, там военки очень много. Все металлургические регионы. Вот это как? Понимаете, каждый 5-й и больше занятых сидит в обрабатывающих отраслях. Еще веселее. Обсчитала, сколько занято в 4 отраслях, которые точно будут испытывать проблемы. Прежде всего из-за снижения платежеспособного спроса, отчасти из-за того, что уходит иностранный торговый и прочий бизнес. Вот смотрите, если мы берем долю занятых, первое, торговля, опт и розница, потому что с оптом тоже будут проблемы. Дальше, авторемонт, скажут, мы все будем старые машины ремонтировать, а запасные части где взять? Дальше. Гостиницы. Вы скажете, а мы будем летать и ездить. Я посмотрю, как бизнес будет особенно летать, когда сертификаты продлили российской волею, давайте так скажем. Я, например, никуда не полечу. В течение, уже в следующем месяце меня зовут и сказал, ребята, где поездом можно доехать, доеду, а на самолет не сяду. Потому что опасно. Это становится опасно. Дальше, после гостиниц общепит. Всем понятно, что когда
Ну, Макдональдсов тупо нет, а то, что чуток подороже, ну, а деньги-то сжимаются. Итак, 4 отрасли. В трети российских регионов, в трети доля занятых в этих отраслях от 20 до 27% всех занятых. Я вам картинку нарисовала. Давайте попробуем нарисовать, как вы видите до конца года, что будет с российской экономикой, с бизнесом, с людьми. Так, поскольку аналитик, человек, который никогда не кидает прогнозы, в которых я всегда ошибаюсь, всегда. Повторю еще раз, декабрем 2019 года у Мовчина в «Ведомостях» я рассказывала вам, будет серый год, рутина, инерция. И начался 20-й. В прошлом году в «Ведомостях». Но мы выходим из кризиса довольно быстро. Наверное, сейчас рост затухнет в 2022 году. И с 24 февраля начался не затухающий, только не рост. Да? Поэтому никаких прогнозов. Второй квартал, ключевой. Если к этому времени будет найдено какое-то приемлемое решение, все равно второй квартал будет провальный, но потом будет все-таки шанс на некоторый медленный откат. То есть не отжался. Слово «отжался» не употребляем. На некоторое восстановление. Если история затягивается, весь 22-й, гадалки не ходи, будет очень тяжело. Но я не то что надеюсь на лучшее, я уже ни на что не надеюсь, поскольку как существо рациональное не в силах понять иррациональное. Не в силах. Но может какой-то страх все-таки у людей появится. Боюсь, что не доходит. Это мы, дураки, аналитики, вот ведем все это, где, что, проблем. А что поступает наверх в виде информации, вы же представляете, с этим справимся, это решим, это сделаем, это получится. Но на такой базе вы какие решения принимаете? Вот вам и ответ. Вечная моя присказка. Отсутствие обратной связи, затыкание всех каналов приводит к неадекватным решениям. То есть это что, получается, через несколько месяцев нас ждет крах российской экономики? Нет, я бы так не сказала. Сожмемся. То, что можем производить, будем производить. Ну, абсолютно точно бизнес будет искать обходные пути поставок. Черный рынок, серый рынок, Казахстан, Армения. Ставите прокладки, я уже говорила, ставите фирмы прокладки, через них вывозите Китай ли, в Казахстан ли, куда-то еще. А оттуда уже как бы экспорт не запрещен, и импорт вроде не запрещен. Но это цены умножите на 3 или на 10, а кто будет покупать? Я не в бизнесе, я не знаю, сколько вот это, насколько это удорожает. Но то, что это удорожает, это помимо девальвации, помимо инфляции, ну, это понятно. И при этом платежеспособный спрос сжимается. Все равно бизнесы как-то адаптируются. Даже если их будут гнобить по цене. Ну, что-то станут меньше производить, чтобы в убыток не работать. То, что можно продать, продадут. Ну, понимаете, страна-то будет, и экономика будет. Просто степень ее убогости, можно я назову это своими словами, да? Я пока оценить не готова. Но то, что российский бизнес выживает в самой кислотной среде, я это абсолютно точно знаю. А при каких условиях будет крах экономики? Ни при каких. Она останется. Слушайте, ну когда даже у нас был переход от плана рынку, когда цены опустили, это было дикое падение, ну, словом, крах, когда ничего не работает. Мы это назвать не можем. Еще раз, не буду запугивать. То, что я рассказываю, более чем достаточно. Не надо вот крыльями хлопать. Ну, сожмемся до очень скромных позиций. Но хлеб у вас будет в любом случае. С сахаром, ну, поскольку 50% семян сахарной свеклы, но в 22-м, да, потому что Байер не отказывается. А Байер очень четко написал. Это главный наш поставщик по семенам. Поставки семян 23-го года будут зависеть от ситуации в Украине. Каким критерием-то мы поймем, что вот оно, вот уже что все? Дно? Да, что уже дно, что вот уже прям все. Когда начнут снимать санкции? Не раньше. Хотя бы кусочек. Хотя бы кусочек. Когда, например, вернут летные сертификаты Боингом и Airbus. Вот для меня это вот очень важно. Потому что это быстро. Да, и это понятно сразу. Прочие санкции так быстро снимать не будут. Давайте вот чек-лист. Боинги и Airbus. Восстановление летных сертификатов. Но восстановят ли? Ведь мы же бермудские все эти застрахованные самолеты перевели в свою юрисдикцию. Кто не понял,
Это мы их присвоили. Мы их присвоили. И сейчас пока не до них, но потом это будет большое серьезное разбирательство. Поэтому вот тут это такой оселок. Понимаете, сочетание нарушения правил и попыток, кривой, но национализации. Но я надеюсь, что это обойдется внешним управлением. Еще раз. Потому что вот перевод вот в эту национальную юрисдикцию – это косвенное. Это не в лоб, мы вас все сейчас заберем, и будет это наше. Это вот, еще раз, пока это идет огородами. Поэтому можно откатить, я бы так сказала. Есть шанс откатить. Это не сразу в международный суд. То есть можно договориться, если есть договороспособность. Первое. И второе, когда восстановятся контейнерные перевозки. Вот это для меня две ключевые вещи. Потому что это возможность в стране летать и возможность в страну ввозить. Вот смотрите за контейнерными компаниями и ситуацией с иностранными самолетами, которые в лизинге у российских авиакомпаний.